Прихожу к памяти, комната, матрас на полу. Я лежу на этом матрасе, у меня болит спина, на руке кровь. Мне сказали, молись. Ну, я начал молиться про себя, вслух молись. Я начал читать «Отче наш». И вот здесь пулеметная очередь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. С одной стороны, ты молишься, чтобы это уже закончилось, пускай даже смертью. А ты можешь открыть дверь, а там растяжка, и ты взорвешься. А страшно, а жить хочется. Алілуя, алілуя, алілуя. Благословений Бог, що просвіщає і освячує кожного чоловіка, що приходить на світ нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прощается раб Божий Богдан. Я дончанин. Родился в городе Марьинке, которая сейчас печально известна, к сожалению. Да? В 19 лет был рукоположен в сан диакона. Через полгода после рукоположения в сан диакона стал священником. Вот. А затем я присоединился к Вселенской церкви, к греко-католической, католической церкви. И уже как душпастырь осуществлял свое служение в городе Донецк. Когда начался Майдан, я осознал и понял, насколько мне важно быть украинцем, и насколько дорого мне быть украинцем. И у нас уже в Донецке нельзя было появиться с украинским флажком або стрічечкою цією, желто-блакитной. И мы приняли такое решение организовать свой молитвенный Майдан. Решили выходить в 6 вечера и час молиться за мир и единство в Украине. Это была христианская инициатива. А потом к нам начали присоединяться другие люди. К нам пришли мусульмане, к нам пришли буддисты, к нам пришли иудеи. Стояли все вместе и молились. 4 июля утречком я проснулся, я ехал в свою часовню в центре Донецка. Паркую свою машину, выхожу из нее, рядом паркуется другая машина. Оттуда выходят 4 людей в камуфляже с автоматами. И вот последнее, что я помню, это тряпка с резким запахом эфира. Я, не состоявшийся медик, я знаю, что это такое. Прихожу к памяти, комната, 2 на 3 метра, матрас на полу. Я лежу на этом матрасе, у меня болит спина, на руке кровь. Потом мне объяснили, значит, тянули меня по земле, по полу, и вся спина была растрапана у меня, да, и в крови. Они пришли и спрашивают, у тебя диабет есть? Есть. А лекарства? Говорят, вот здесь. А что будет, если не будешь принимать лекарства? Говорю, наверное, умру. А, хорошо, забрали. И ушли. Они проконсультировались нормально, потому что меня начали кормить исключительно белым хлебом. А для диабетика это яд. А тут только белый хлеб и вода, и больше ничего. И без лекарств. И уже вот за сутки я уже начал чувствовать, что сахар поднимается, уже соответствующие ощущения. Потом они приходили и говорили, как ты себя чувствуешь? Что ты помираешь, да? Вот ты сдохнешь, а Бог тебе не поможет, ты ж вне Бога находишься. Потому что Бог действует только в московском патриархате. А ты греко-католик, ты вне Бога, поэтому ты умрешь, Бог тебе не поможет. Все время, эти 12 дней я был в одной этой комнатке. У диабетиков одним из симптомов повышения сахара – это жажда. Я постоянно хотел пить. Сразу я просил воду, мне просто не давали, то есть игнорировали. Ощущение этой жажды, вы знаете, мне снились водопады воды ночью. Это было такое какое-то состояние, такое даже не сна, а полубредовое состояние. Вода. На 9-й день человек новый абсолютно, с абсолютно четким московским акцентом. Он был абсолютно предельно вежлив, такой вот до безобразия вежлив. Да. Как вы себя чувствуете? Вам плохо, да, вот видите, да. Вы умираете. Вы же понимаете, что вы умираете? Потому что вы вне Бога. Потому что вы не в московском патриархате. На территории Новороссии место униатам, то есть греко-католикам, раскольникам киевского патриархата и сектантам, то есть протестантам, места не будет. Или вы уберетесь сами, или мы вас убьем. Вы наши враги. Идет священная война. Вы враги. Об этом сказал святейший патриарх Кирилл. Почему меня взяли в плен? Для того, чтобы донести вот этот основной месседж.
на 4-й день, когда меня первый раз вывели на свежий воздух для того, чтобы имитировать расстрел. Первое, что я услышал, это резкий запах леса. Знаете, вот я его люблю. Прелый лист такой, вот он специфический. Я очень этот запах люблю. И только пытался этим насладиться, и тут над головой пулеметная очередь. И я от страха теряю сознание, просто я падаю. В ожидании неизвестно чего. И когда физически из-за болезни ты просто разваливаешься, да? Я молился, просил Бога смерти. Когда меня освободили, я попал в больницу в состоянии диабетической комы. У меня сахар был 34. У меня отказывали все системы организма. 3 суток я абсолютно не помню себя. И вот на 3-й сутки, благодаря феноменальным усилиям врачей, я пришел в сознание. И первое ощущение, которое у меня вот есть, первая эмоция — ненависть, страшная ненависть. Вот дайте мне автомат сейчас, поставьте передо мной этих людей, не раздумывая. Я их расстреляю, я их убью. Страх и ненависть 5 дней. Мне кололи сильнейшие седативные. Уже там вопрос шел о введении меня в искусственную медикаментозную кому, чтобы отключить. Да, потому что я не спал, я не ел, я ничего не хотел. Вот я горел в этом состоянии, в страшном состоянии. И я на 5-й день я понимаю, что вот это состояние, оно меня просто убивает. И я не умер в плену, но я умру в другом состоянии, в плену страха и ненависти. Я вспомнил, что я христианин, наконец-то. Я вспомнил, что я священник. А что в таких случаях предписывает Бог, да, в отношении врагов? Любить, благословлять, добро творить и молиться. Я начал молиться. Устами произносишь слова молитвы, а сердце кричит: нет, не хочу, не могу, не буду, ненавижу, убью, расстреляю все остальное. А тексты произносишь: благослови, прости, помилуй, дай им здоровье, там, счастье, все остальное. Сумасшедший диссонанс. У меня такое ощущение было, что я буду на грани шизофрении тоже, да, потому что ум говорит одно, а сердце говорит совершенно другое. И тут случилось чудо. Вы знаете, это случилось вот в один момент. Кто-то взял и выключил это состояние. Это действительно была милость Божия. Этот подарок может быть результатом той молитвы под примусом, под принуждением. Это когда вот ты не хочешь молиться, но ты должен себя заставить молиться. И это принесет свой плод, свой результат. Вот когда я здесь оказался, когда немножечко, скажем так, пришел в себя уже от всех этих событий, первая идея была: что я буду здесь делать, кроме того, что я просто как священник служу и молюсь. Да? Но идея такая возникла, что я сам беженец, я сам переселенец. Да? Я понимаю, в каком состоянии находятся люди. Я нахожусь, скажем так, в идеальных условиях. У меня есть жилье, которое дал мне монастырь, комнатку, да? А люди находятся в страшных условиях просто-напросто. Поэтому нужно было просто быть рядом с этими людьми, чтобы поддержать. Возникла идея создать общественную организацию. Мы ее создали. Называется «Спільнота біженців з Донецкого та Схода Украины». Есть центр гуманитарной помощи. То есть мы собираем одежду, мы собираем еду. Есть офис, где это мы все людям раздаем. 8 детей в оккупированном городе Донецке решили сделать подарок детям Львова и детям беженцев. Они тайно от родителей начали собирать денежку из тех скудных средств, которые там давали на завтраки им, для того, чтобы заказать икону. Икону, которая называется «Благословение детей». Собрали 4000 гривен за 9 месяцев. Переслали эти деньги мне. Написали письмо. Я вам его процитирую. Когда мы собирали эти деньги, мы молились о том, чтобы каждый ребенок, который помолится перед этой иконой, получил от Бога все абсолютно милости, которые он потребует. Мы искренне желаем вам, чтобы вы никогда не переживали то, что мы переживаем. Мы искренне желаем, чтобы вы никогда не были свидетелями того, как на ваших глазах гибнут ваши родители, знакомые, друзья. Мы просим вас
Мы просим вас молиться за мир и единство в Украине. Мы просим вас молиться за нас. И мы просим вас помнить, что Донецк был и есть будет украинский. Мы написали такую икону. Иконописец у нас хороший есть, Анна Бойко. Когда она узнала, для кого эта икона и за чьи деньги эта икона, сказала, я напишу її безплатно. Як можна виконати заповідь любові до ворога, який тобі вчинив зло? Колись Христос дав нам дуже простий алгоритм, як виконати цю заповідь, найдосконалішу заповіді до любові до ворогів своїх. Знову ж таки, не можна сказати, що завтра я полюблю своїх ворогів. А він показав дуже простий алгоритм. Любіть своїх ворогів, добро їм чиніть, благословляйте і моліться. От починати треба від зворотнього. Почнемо з молитви. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Франциска, Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава. Я вот сейчас, когда занимаюсь реабилитацией наших хлопцев, да, которые возвращаются из АТО, имеют опыт плена, они тоже находятся в этом состоянии ненависти. И я стараюсь им пояснить и показать, что мы должны испытывать другие эмоции. Я им говорю, что вы должны идти на эту войну не потому, что вы ненавидите россиян или еще кого-то. Не эта эмоция должна быть, не эта мотивация. Вы должны идти туда, брать оружие и применять его только потому, что вы любите тех, кого вы защищаете. У меня нет чувства ненависти к этим людям. Но я буду защищать свою землю, и если надо, буду употреблять это оружие и применять его. Только потому, что я люблю тех, кого я защищаю. И это классно. Вот если бы сейчас я увидел тех людей, которые меня держали в плену и хотели меня убить, да, что бы я сделал? Вот первая моя реакция, да, вот подойти и обнять, честно говоря. Понимаете, когда человек ненавидит другого человека, это ад. Ненависть – это яд, который выпиваем мы, а надеемся, что это убьет нашего врага. У меня мир в душе есть. Несмотря на эти все события, я чувствую себя абсолютно счастливым человеком сейчас. Я понимаю, что вот это вот самое главное, чего сейчас нам необходимо. Мир в душе каждого из нас.